Что происходит в Таджикистане? Напряженность растет, а власти продолжают принимать неожиданные решения. В последнее время в Таджикистане наблюдаются серьезные изменения в политике, экономике и социальной сфере. Власти проводят громкие кадровые перестановки, принимают законы, вызывающие споры, а международные отношения страны продолжают меняться. Однако многие из этих процессов остаются непрозрачными, а у народа возникает все больше вопросов без ответов. Какие шаги предпринимает руководство Таджикистана и чем это обернется для простых людей? Будет ли мир с Кыргызстаном? Или новый конфликт на границе? Спорные вопросы на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном не раз приводили к вооруженным столкновениям. Каждый раз после очередного конфликта стороны заявляют о стремлении к миру, но ситуация остается нестабильной. На этот раз премьеры двух стран, Адылбек Касымалиев и Кохир Расулзада, вновь обсудили тему демаркации границы и необходимость укрепления добрососедских отношений. Но насколько реальны эти договоренности? Ведь история уже показала, что одних слов недостаточно, важно, какие реальные действия последуют за переговорами. Будет ли этот диалог новым началом мирных отношений или очередной попыткой временно успокоить ситуацию? Громкие отставки. Почему в Таджикистане чиновников убирают без объяснений? Президент Эмомали Рахмон внезапно освободил от должности главу государственной инспекции по надзору в сфере образования и науки Сухроба Махмуда Ализода. Что стало причиной? Неэффективность. Политические интриги. Коррупционные расследования. Официальных объяснений нет, и это уже не первый случай, когда высокопоставленных чиновников увольняют без каких-либо комментариев. Почему власть так таинственно меняет кадры? Возможно, за этим стоят внутренние конфликты в правительстве или попытка скрыть скандальные факты. Запрет на хиджаб, борьба с радикализмом или ограничение прав. Недавно власти Таджикистана ввели запрет на ношение хиджаба в школах и госучреждениях. Официальная версия — поддержание светского характера государства и предотвращение экстремистских настроений. Но почему тогда этот закон вызвал столько протестов? Почему международные правозащитные организации называют его нарушением прав человека? Этот запрет может разделить общество и привести к еще большей напряженности. Будет ли власть продолжать ужесточение подобных мер и как отреагируют люди? Новый министр культуры, что ждет таджикскую культуру? Министерство культуры Таджикистана получило нового руководителя Матлубахон Аманзода Саттарион. Ранее она занимала пост заместителя премьер-министра, но как это отразится на культурной политике страны? Вопрос в том, будет ли новый министр действительно развивать национальное наследие, или же культура станет еще более контролируемой и ограниченной. Таджикистан и Узбекистан — настоящая дружба или политический расчет? После долгих лет напряженности Таджикистан и Узбекистан сближаются. Подписан договор о союзнических отношениях, активизировалось сотрудничество в области экономики, науки и туризма. Но возникает вопрос, это искренний шаг к укреплению дружбы или просто выгодное соглашение? Ранее обе страны разделяли политические разногласия и территориальные споры, а теперь экономическое партнерство. Возможно ли, что все изменится снова, если интересы властей перестанут совпадать? Что ждет Таджикистан в ближайшее время? Вопрос границ остается нерешенным, и дипломатия может не спасти ситуацию. Кадровая политика правительства становится все более непредсказуемой. Запреты на религиозную одежду вызывают протесты и недовольство. Министерство культуры получило нового руководителя, но чего от него ожидать? Отношения с Узбекистаном улучшаются, но насколько это долговечно? Что стоит за всеми этими изменениями? Укрепление страны или усиление контроля над народом? Таджикистан стоит на пороге серьезных перемен, но станет ли это шагом к лучшему будущему или к новым проблемам?